многие учителя, педагоги говорят, что они знают, что такое личностная ориентация, и понимают, и более того, ее осуществляют, оказывается, на самом деле, при ближайшем рассмотрении у каждого из них своя личностная ориентация. Лидия написала такую проблему. Класс 30 человек и личностно ориентированное обучение. Как совместить? Действительно, как одновременно обучать всех по-разному, чтобы каждый по своей траектории двигался, да? Прекрасная проблема, конечно. Наверное, тогда, Лидия, надо, как говорится, вашу проблему разделить на элементы, на части, на вопросы. Во-первых, чья это ориентация, нужно понимать. Это ориентация учителя, либо кого-то еще, да? Допустим, разные человеки, да, 30 человек. И что это значит? 30 должно быть одновременных процессов происходить, да? Эти процессы каким образом должны отслеживаться, фиксироваться, да? То есть, чтобы решать вашу проблему, которую вы сформулировали, нужно ее детализировать, конечно же. Лариса написала, что она пока для себя так и не определила на сегодня, что же такое личностно-ориентированное обучение. То есть разобраться, понять, оно предметное или нет, да? Или развивающее вообще, то есть человекосообразное. Вообще интересно, конечно, понятно, что хочется разобраться с понятиями, то есть что такое, что есть что, да, хотя бы определить. Поэтому можно использовать тогда после этого и слова, и разбираться с ними. Но вот насчет более конкретных ваших проблем, является ли предметным личностное ориентированное обучение? Очень интересный и важнейший вопрос. Почему? Потому что здесь есть два варианта, по крайней мере. Первое, что есть учитель-предметник, и он говорит примерно так и себе, и остальным. Я обучаю предмету. Я никакой личностью не занимаюсь. Личностно-ориентированное обучение мне вообще не нужно. Я учу математике, я учу языку, русскому, английскому, истории, биологии. Вот мое дело. Я предметник. У меня вот покажу вам диплом написано. Учитель по такому-то предмету. Чего вы от меня? А там не написано, что я учитель личностной ориентации. Там написано, что я учитель такому-то предмету. И типа отстаньте от меня со своей личностной ориентацией. Я не берусь за нее, скажет такой учитель. И он, кстати, в чем-то будет прав. Потому что действительно он взялся за обучение предмету, и ему даже в ведомости зарплатной работодатель пишет учитель биологии, учитель математики. И он получает зарплату не как личностно ориентированный учитель, а как учитель математики, предмета, да? Да, но что сделали наши стандарты в ГОСе, я имею в виду? Они взяли и заложили параметр, что любой учитель-предметник обязан заниматься личностью ученика. И вменили это в стандарт профессиональный. И сказали, что нет, ребята, так не пойдет, уважаемые учителя. Просто ваше предметное издание начитывать, это как бы нам не надо. Нам нужны граждане, люди, дети, которые бы способны были ставить цели, планировать свою деятельность, иметь компетенции коммуникативные, рефлексивные, целеполагательные и так далее. И поэтому, хоть вы предметники, давайте занимайтесь личностью человека. В принципе, это нормальная позиция и человекосообразная, и личностно ориентированная. Другое дело, что она в стандартах, к сожалению, не обеспечена системой реализации, и поэтому все это дело, как говорится, проваливается и тормозится. Вот. И есть еще ряд ошибок по реализации стандартов и так далее. Но сама позиция, заход, здесь, конечно же, гуманистический. То есть каждый предметник имеет и должен иметь задачу обучения детей не только предметным знаниям, навыкам и так далее, но и деятельностным, универсальным, так называемым универсальным учебным деятельностям и действиям тоже в том числе. Это психологи больше о действиях говорят, педагоги больше говорят о деятельности, да?
Но поскольку нынешние ВГОСы составляли в основном вот психологи, они, конечно, туда насытили психологическим аппаратом, а педагогически немножко забыли. Это одна из особенностей стандартов, которая, на мой взгляд, мешает их реализации. То есть педагоги, конечно, были отстранены от нынешних стандартов, от их разработки, и от этого стандарты не выиграли. Это точно совершенно. И это была ошибка наших управленцев. Это ладно, это мы будем менять, стандарты тоже не в последний раз меняются. Но вопрос Ларисы, который был задан, предметное ли обучение, является ли личностно-ориентированное обучение предметным, и наоборот, должно ли быть предметное обучение личностно-ориентированным. Вот моя позиция и позиция нашей научной школы состоит в следующем. Никакого отдельного личностно-ориентированного обучения от предметов не должно существовать. Итак, это два подхода, существующих в единстве. Личностная ориентация и предметное обучение – это единый должен быть процесс. То есть, например, если ребенок ставит цели, он ставит цели именно по предмету. Понимаете это? То есть, если это предмет биология, то он ставит цель вырастить растение, например, на подоконнике гороха, да, и посадить его, потом пересадить в землю. Это цель предметная, но она, как цель, является личностной, потому что он хочет вырастить этот росток, да, и для этого требуется определенная технология, планирование требуется. Вот это уже не предметные, это универсальные виды деятельности. Поэтому одновременно все должно быть. Только на предметном материале происходит развитие человека. И личностная ориентация, она только на предмете. Поэтому универсальные учебные деятельности и предметные деятельности, они находятся в единстве. Так же, как предметные деятельности и метапредметные тоже связаны между собой. И хотя это тема отдельного курса, я имею в виду метапредметное образование, мы должны понимать, что между ними есть связь. И связь между предметным обучением и личностно ориентированным.